История успеха Дэнни Треха. Часто случается, что как только внутри созревает твердое решение изменить свою жизнь, как сама жизнь дает для этого возможность. Сегодня я расскажу вам про историю успеха актера Дэнни Треха, который все свои роли освоил в реальной жизни на собственном опыте. Наверняка хотя бы раз вы встречали на экране своего телевизора харизматичного мексиканца, чье лицо было исчерчено шрамами, а тело покрыто татуировками. Обычно он играет злодеев и заключенных, но играет так, что невозможно оторваться. По-настоящему. 11 лет за решеткой. Дэнни родился в обычной мексиканской семье строителя. Актером становиться я не думал, да и вообще ни о какой обычной профессии мыслей не было. С ранних лет пристрастился к наркотикам и регулярно попадал в тюрьму за какое-нибудь преступление. Когда его заключили на 11 лет за решетку, Дэнни отнесся к этому как к должному. За все в жизни приходится платить. Да и осознавал вместе с этим, что та жизнь ничем не отличалась от жизни в тюрьме. Он уже был не свободен, хоть и ходил по улицам. В тюрьме Дэнни не отличался примерным поведением и вместо обучающих курсов все свое свободное время проводил в спортивном зале, отрабатывая удары. Напористого боксера заметили тюремные авторитеты и допустили его в свою святыню – чемпионат по боксу среди заключенных. В свои 20 с небольшим лет он стал чемпионом и подумывал сделать это своей карьерой. Но все сложилось иначе. Из тюрьмы на съемочную площадку. Выйдя из тюрьмы, он твердо решил изменить свою жизнь и вступил в реабилитационную программу по избавлению от наркозависимости. Там-то и началась новая жизнь. Во время прохождения этой программы ему позвонил знакомый, который попросил Дэнни помочь ему избавиться от зависимости. Парень был ассистентом актера, и их встреча с Дэнни случилась на съемочной площадке во время съемок боевика. Увидев, как Дэнни идеально вписывается в атмосферу, его знакомый подопечный предложил сыграть в массовке заключенного. Дэнни сразу согласился, ведь имея за плечами реальный опыт заключенного преступника, прошедшего десятки тюрьм и колоний, он смог эту роль сыграть лучше любого актера. К тому же за это еще и платили. Плюс ко всему, узнав, что он занял первенство в чемпионате по боксу, ему предложили за большие деньги потренировать актера. Дэнни с еще большей радостью согласился в этом участвовать. Увидев, как Дэнни реалистично себя ведет перед камерой, Андрей Кончаловский взял его в свой фильм. С тех пор началась его карьера в кинематографе. После выхода фильма ему посыпались предложения от разных режиссеров. Правда, на площадках его многие побаивались, и от этого возникали проблемы в общении. Но это не помешало ему подружиться с Николасом Кейджем, Робертом Де Ниро, Джонни Деппом и прочими мировыми звездами, которых он еще и научил некоторым настоящим преступным приемам для более реалистичного кадра. Собственная миссия. У Дэнни есть своя миссия. Он хочет через отрицательных персонажей донести до детей и подростков, что скользкий путь преступника всегда заканчивается плохо. Как ни крути, это либо тюрьма, либо могила. Он давно избавился от наркозависимости и теперь сам помогает людям раз и навсегда расстаться с этой проблемой. Дэнни проводит просветительские программы о вреде наркотиков и потихоньку начинает осваивать положительные роли в кино. Подводя итог, хочется сказать, что совершенно не важно, какое у человека прошлое, если он прямо сейчас твердо решает встать на другой путь. Для этого появляются возможности, и прошлый опыт, какой бы он ни был, может всегда пойти на благо.